Эта история разворачивается в маленькой деревне, где крестьяне тяжело трудятся на полях своих феодалов, получая лишь ничтожные мелочи в обмен на свои трудовые усилия. Главный герой – молодой крестьянин Дмитрий, который стремится к лучшей жизни для себя и своих односельчан. Дмитрий наблюдает, как его соседи страдают от голода и нищеты, в то время как их феодалы живут в роскоши и изобилии. Он решает, что настало время для перемен, и начинает вдохновлять своих соседей на борьбу за свои права. Но слова Дмитрия не подействовали так, как он задумывал, и крестьяне вернулись к работе. Они понимали, что они не воины и не могли сразиться с врагами. Но они хотели внести свой вклад в защиту своей земли и общества. Им было страшно бросить вызов врагам, но они понимали, что их помощь могла оказаться решающей в битве. Они решили собрать пожертвования на оружие и броню, чтобы помочь главному герою. Таким образом, крестьяне преодолели свой страх и решили встать на защиту своей земли и своего героя. Они поняли, что в единстве и солидарности с другими они могли достичь больших результатов и, возможно, изменить ход событий в свою пользу. Быть может, этот акт смелости и решимости вдохновил других жителей и укрепил их дух на пути к победе. Дмитрий был очень рад и благодарен поддержке односельчан, и на собранные динары закупился снаряжением, и даже хватило на коня. Дмитрий, будучи сильным и решительным молодым человеком, понимал, что для успешной борьбы за права своего народа ему нужно обладать не только мужеством, но и навыками стрельбы из лука и сражения на мечах. Он начал обучаться этим навыкам, чтобы стать мастером в боевых искусствах. Изначально Дмитрий обращался к опытным стрелкам и мастерам меча из своей деревни, чтобы получать первичные уроки и советы. Он уделял много времени тренировкам, практикуя точность при выстреле из лука и улучшая свою реакцию в мечевом бою. Набравшись немного опыта, Дмитрий отправился в ближайшие большие города на турниры. Турниры представляют собой захватывающие события, где сильнейшие и умелые бойцы соревнуются за славу, почет и главные призы. В ходе турниров происходят захватывающие поединки, где каждый участник стремится победить своего соперника и доказать свою силу и мастерство. Победа в турнире приносит не только славу и уважение, но также главные призы – деньги, оружие, снаряжение и боевых скакунов. В то же время поражение может быть тяжелым испытанием для участника, но также является ценным уроком и возможностью для роста и улучшения. Турниры являются важным событием не только для участников, но и для зрителей, которые следят за поединками с увлечением и восхищением. Победы и поражения в турнирах создают легенды и истории, которые передаются из поколения в поколение. Таким образом, турниры – это не только битва за победу и призы, но и возможность для участников проявить свои навыки и силу, а также известность, благодаря которой наемники с большей охотой захотят вступить в твою армию. Дмитрий ходил от города к городу, участвуя в турнирах, зарабатывая динары для будущей непобедимой армии. Но на пути к очередному городу на него напала шайка бандитов. К их несчастью, они решили ограбить не того воина, и Дмитрий одолел в одиночку всех бандитов, весь в крови своих врагов. Он отправился в город, передохнуть и залечить свои раны. Направился в таверну, где повстречался со старым другом Сергеем. Они пропустили по паре кружек хмельного напитка, побеседовали. Сергей рассказал, как он служил наемником, защищал караваны. А Дмитрий рассказал о том, что он хочет лучшей жизни для жителей своей деревни. Сергей выслушал его и предложил свою помощь. Дмитрий с радостью принял его предложение. Опустошив свои кружки, они начали планировать захват замка. Первым пунктом в их списке это была армия.
Для успешного выполнения миссии героям нужно собрать лучших воинов. Вторым пунктом – оборудование и оружие. Для захвата замка потребуется подготовить соответствующее оборудование и оружие. Герои должны быть готовы к бою, иметь защиту и способность атаковать. Третий пункт – скрытность и обман. Часто важно проводить операции тактично и скрытно, чтобы не привлекать внимание охранников замка. Также важно использовать обман и уловки, чтобы добраться до важных точек без лишних препятствий. Четвертый пункт – один из самых главных. Это решимость и упорство. Захват замка – это сложная и опасная миссия. И герои должны быть готовы к трудностям и испытаниям. Важно проявить решимость и упорство в борьбе за свою цель. Дмитрий с Сергеем собрали лучших воинов, обзавелись лучшим снаряжением, дождались ночи и начали захват замка. Так как на стенках замка были катапульты, Сергей дал команду воинам и лучникам отправиться ближе к стенам. Лучники открыли огонь, а пехотинцы поднимали лестницы и забирались на стену. Все поле боя представляет собой хаотичную сцену со звоном мечей, боевыми кличами и запахом крови и пота. Кажется, что шансы не в пользу Дмитрия и Сергея, но они отказываются отступать, движимые жгучим стремлением к справедливости и свободе. Когда пыль оседает, Дмитрий с победой стоит посреди руин на поле боя. Его грудь тяжело вздымается от усталости, но дух воспаряет от триумфа. Некогда угнетенные крестьяне теперь объединились. Их цепи крепостничества разорваны. Благодаря храбрости и лидерству Дмитрия, Сергей остался на защите замка, а Дмитрий заглянул в деревню и, не торопясь, прогулялся по родному месту. И в его голове возникают мысли. Сколько же еще крестьян страдают из-за правления своих феодалов? Стоит ли ему освободить всю Кальрадию? Хватит ли сил у него?